Приветствую вас на канале Алена и Мия. В предыдущем видео у нас была исландская тематика, а именно обзор техники вязания традиционного исландского бесшовного свитера Лапа Пейси. Сегодня мы продолжим климат Исландии и обговорим технику вязания вот этой вот двойной шапочки с жаккардом, которую я связала в комплекте к Лапа Пейси. Но такую шапочку можно связать к чему угодно. Так что по суевериям исландских жителей ко мне не придет йольский кот. А знаете, кто это? Сейчас быстренько расскажу. Йольский кот или по-исландски Йола Котурин – исландский мифологический персонаж, чудовищный черный кот величиной с быка, живущий в горах Исландии. По легенде, этот кот заходит в селение и бродит по ночам во время Йоля или святок. Нападает и съедает тех, кто не обзавелся к святкам какой-нибудь шерстяной обновкой. По более поздней версии йольский кот похищает только праздничное угощение. А тех, кто все же остался без новой одежды, в Исландии еще называют, он надел на себя йольского рождественского кота, то есть навлек на себя проблемы или одел старую какую-то одежду. Так что люди в Исландии стараются одеть что-то новое шерстяное, чтобы их не забрал йольский кот. Так что, девочки, садитесь поудобнее и хотя бы шапочку свяжите, чтобы за вами не пришел йольский кот. Ну и так, чай, кофе, легенды закончились, начинаем МК. Мастер-класс построен на примере двух видов шапок. Первую, которую вы видите, она однослойная. На манекене она удлиненная, но на модели она полностью облегает по голове. Вот так вот она выглядит сама по себе. Здесь один слой шапочки, связана резинка, после чего жаккард и закрытие петель. Жаккард вязала с протяжкой. Второй вид шапки — это точно такая же по размерам шапка, только она двойная. На манекене она тоже выглядит вот немножечко удлиненная, поскольку размер поменьше, но на модели она выглядит полностью по голове. Отличается она тем, что здесь она двухсторонняя, связана точно так же, как и односторонняя, только выглядит вот так вот и состоит из двух слоев материала, который связанный. Все поэтапно вам покажу, чтобы не запутать, покажу сначала одну, потом вторую, но сразу хочу сказать, что вот эта вот вторая двуслойная мне больше нравится, она классно держит форму и плюс очень-очень теплая. Что для этого необходимо? Нам нужно два замеры. Первый из которых это обвод головы. То есть мы меряем от лобной до затылочной части наш обвод головы. В моей ситуации окружность головы 58 сантиметров. То есть мы знаем, что плотность вязания в 1 сантиметре 2 петли. Итак, я 58 умножаю на 2, у меня выходит 116. То есть 116 петель я должна набрать на обвод головы 58 сантиметров. Манекен же имеет обвод головы 55 сантиметров, и эта шапка на него тоже подходит. То есть такой же размер шапки я советую вам от 56 до 60 сантиметров обвод головы. Можете, если у вас такая же нитка, такая же плотность вязания, можете спокойно себе вязать на такие вот размеры. Второй размер, который нам необходим, это глубина нашей головы. То есть мы от лобной части точно так же до затылочной, только в другую сторону измеряем, сколько у нас сантиметров. У меня на модели 40 сантиметров, на манекене 34 сантиметра. То есть видите, и на большую, если на большую голову она будет так вот в облипку, если на меньшую голову, то она будет более посвободнее, вот как бы с таким висячим, скажем, там так хвостиком, как вот эта вот черная шапочка. То есть все зависит от того, какую шапку вы хотите. В моей ситуации, повторяюсь, я вязала шапку на глубину головы 40 сантиметров. И целью была не удлиненная шапка, а шапочка вот как бы полностью по голове. Какую пряжу я использовала, ну это уже понятно. Кто смотрел мой первый мастер-класс по свитре, то есть у меня со свитера остались вот такая вот пряжа. На мою двойную шапку пошла 2 мотка серого и немножечко от мотков белого, черного и рыжего. Совсем понемножечку. А если вы будете вязать шапку одинарную, то выходит
один моток и чуть-чуть серого. Но в любом случае вам нужно будет покупать и 2 мотка. Пряжа это Drops Lime Mix. Здесь вязала спицами номер 4 в 50 граммах 100 метров. Состав 65% шерсти, 35% альпаки. Шапочка мягкая, она не грызет. Цвет 90-15 серого. Рыжего цвет 0707. Кто будет такую же покупать, черного 8903 и белый цвет это 1101. Вот эти вот пряжа мохер я покупала на Алиэкспресс. Здесь состав 60% мохера, 20% шерсти, 20% акрила. В 40 граммах 300 метров. И в серых вот этих вот мохеровых ниточках там 50 граммах 480 метров, 70% мохера, 20% шерсти и 10% акрила. Вязала в одну нитку дропса и в одну нитку мохера эту шапочку, точно так же, как и свитер. Вот сделала себе вот такой вот пробник, постирала его, померила плотность вязания, повторюсь, в 1 сантиметре у меня вышло 2 петли и в 1 сантиметре 2,4 ряда. Ну и кого интересует жаккардовый узор, которым я пользовалась, который я сделала на основании узора со свитера с лапопейсы, вязала справа налево и снизу вверх. Вот. Такой вот узор у меня вышел, 8 петель раппорт и вверх до 28 петель. Здесь, там где желтая петля, нет петли, и вот в этих 2 моментах, вот в 2 рядах, в 16 и в 23 я делала сокращение в каждом раппорте, сокращала петельки. После 28 ряда начала сокращать уже шапочку, как бы ее суживать. Ну, это, конечно, не ёльский кот, но ёлки-палки польский кот, который ворует не людей в старых вещах, а ворует нитки. Девчоночки, у кого такой же, пальчик вверх. Ну и последнее в организационном моменте это инструменты. Я использовала спицы 40 сантиметров номер 3, номер 4 и чулочные спицы номер 3. А также маркер и игла. Первый вид шапки, однослойную шапку, я начинала вязать так. Самым обычным набором мы набираем с вами 116 петель в моей ситуации, в вашей ситуации будет другое количество. И смыкаем наши петельки в круг. Я смыкаю вот таким вот способом. Второй способ смыкания, соединения, извините, в круг я покажу на второй шапке. Вот, соединила мои петли в круг. Я, в принципе, набирала фабричным набором с помощью дополнительной нити. Если кто не любит такого набора, можете набирать самым обычным способом себе количество петель. И вяжем резинку 1 на 1. Можно вязать вот таким вот бабушкиным способом. Первую петельку вяжете лицевой за переднюю стенку, вот так вот, и вторую петельку вяжете изнаночной тоже за переднюю стенку, вот так. Это резинка 1 на 1. Можете вязать резинку 2 на 2, то есть 2 лицевые, 2 изнаночные. Я же вязала резинку 1 на 1, но способом сейчас покажу каким. Лицевую вязала лицевой за переднюю стенку, поскольку круговое вязание, а вот изнаночную вязала вот так вот за заднюю стенку скрещенной изнаночной. Вот лицевая лицевой за переднюю стенку, изнаночная за заднюю стенку изнаночной. Что это дает? В принципе, резинка точно такая же, только вот эти вот косички лицевые, они более выпуклые. И резинка такая вот, ну, мне больше нравится. То есть вы вяжете себе на такую резинку, которую вы хотите. Если вяжу круговым вязанием резинку 1 на 1, всегда вяжу вот таким способом, как вам показала. То есть лицевую вяжу лицевой за переднюю стенку, изнаночную вяжу скрещенной изнаночной за заднюю стенку. И выходит вот такая вот красивая выпуклая резиночка. Здесь я провязала 21 ряд резинки 1 на 1, вышло у меня 6 сантиметров. Теперь меняю спицы на номер 4. Добавлю 4 петли, где-то вот как бы плюс-минус посерединке, и начинаю вязать. Значит, смотрите, вот по рисунку моему 2 ряда серой нитью, но я провяжу 5 рядов серой нитью.
просто обычной лицевой гладью, а уж потом начинаю ввязывать мой жаккард. Ну, вот как бы рабочая моя схемка. Еще раз повторюсь, я вязала жаккард с протяжками. Как я это делала, вкратце показываю вам. Вот смотрите, берем на пальчик как бы нитки так, как мы вяжем в 2 нити, но между первым и вторым цветом пролаживаем большой палец. Так, первый цвет должен быть тот, который чаще всего мы используем. И я вяжу вот как бы с протяжками маленькими. В таком вот способ. Смотрите, вот эта лицевая петелька у меня смотрит лицевой, и надо вязать за заднюю стенку. Эту нужно за переднюю стенку. Почему так в таком расположении мои петли? Потому что именно жаккард провязываю, вот смотрите, черная нить беру с-под низа, предыдущую брала сверху. Сейчас вот покажу, провяжу рыжую и покажу еще раз. То есть протяжечки есть, но они очень-очень маленькие. Вот вяжу рыжую, и теперь мне надо провязать 3 черные. Вот смотрите, здесь косичка смотрит так, я ее вяжу за заднюю нить, здесь за переднюю. И видите, с-под низу рыжей, сверху рыжей. Вот, потому у меня петельки смотрят в разные стороны. И будьте очень внимательны, кто будет вязать таким же способом, чтобы у вас не были перекрученные косички. Вот, видите, здесь за заднюю стенку, здесь за переднюю нужно вязать. То есть нужно контролировать расположение петельки. Вот, видите, здесь косичка смотрит так, что надо ее вязать за заднюю стенку. И вот вязала в такой вот способ жаккард. Вы можете не заморачиваться, в принципе, если у вас жаккард там несложный какой-то, то можете вязать с обычными протяжками. Тем более, если будете вязать шапку двойную, то вообще не стоит заморачиваться. Самое главное, когда вяжете жаккард, вяжите его в натяжку, вот чтобы у вас не было стиснутое полотно, чтобы полотно было такое вот как бы растянутое. И смените, когда будете вязать жаккард, смените те спицы на больший размер. И тогда у вас жаккард не будет отличаться от обычного полотна, обычной глади. Ну и, девочки, кто новичок, кто старичок в вязании, но давно не вязал жаккарда, всегда советую, возьмите лоскутик и провяжите жаккардом кусочек для себя, просто чтобы набить руку и припомнить свою какую-то технику. Теперь смотрите, в моем жаккарде будут 2 убавки, вот видите? 2 убавки, то есть желтый цвет это нет петли, то есть мне нужно будет 2 раза в каждом раппорте сделать убавку. Соответственно, я 2 петельки вяжу как одну. В данной ситуации, видите, я переворачиваю местами так, чтобы косички смотрели на меня, и вот провязываю 2 петли вместе. Вот, то есть одну убавку уже сделала. Теперь вяжу дальше по рисунку. Так, у нас по рисунку будет рыжая петелька, затем черная. Вот смотрите, черную вяжу вот так вот. Видите, если провяжу за переднюю стенку, она будет перекрученная. Потому вяжу за заднюю. Так, и опять черные 3. Вот это я вам показываю просто с обычной протяжкой. Вот. Вот такой вот раппорт узора у нас получается. 2 рыжие, 3 черные, 2 рыжие. Теперь снова, смотрите, новый раппорт узора. И снова делаем убавку. Вот здесь косички меняем местами, чтобы были ровненькие. Вяжем 2 петли вместе лицевой, рыжим цветом. То есть я здесь в жаккарде в моем делаю убавку, поскольку вы видите, жаккард я вяжу снизу вверх, и там 2 такие вот ступеньки. То есть 2 раза буду в каждом раппорте убавлять по 1 петельке. Соответственно, количество петель у меня будет уменьшаться. Видите, вот 1 и 2. Вот здесь тоже буду делать убавки. То есть в 2 моментах я в моей шапке буду делать убавки. Если вы, например, хотите шапку удлиненную, тогда вы можете сделать себе убавки еще. Вот смотрите, я провязала весь мой жаккардовый узор. У меня вышло 20 сантиметров. И если я вяжу на глубину головы 40 сантиметров, то мне бы было уже
как бы достаточно. Но я не хочу, чтобы шапка была прям в облипку, потому несколько сантиметров я оставила и сейчас буду делать сокращение. То есть после жаккарда я провязала один ряд серой нитью, поделила на 4 равные части петли. Помните, что мы набирали 116 петель, добавили 4 петли для раппортов узора. 2 раза мы сокращали согласно нашему узору жаккарда, и в итоге у меня вышло 90 петель. Эти 90 петель я поделила на 4, там 22,3, то есть сделала так: 22 петли маркер, 23 петли маркер, 22 петли маркер и 23 петли. И теперь перед и после каждого из 4 маркеров буду делать убавки. Вот смотрите. Перед маркером я буду делать убавку с наклоном влево, после маркера с наклоном вправо. Так, перед и после каждого из 4 маркеров. В каждом втором ряду мы делаем убавки, убавляем петли, так, делаем их еще меньше. То есть у нас сейчас 90 петель, и в каждом втором ряду мы убавляем. Вот смотрите, с наклоном влево переворачиваю петельки, вяжу их за заднюю стенку лицевой, то есть они наклонены к маркеру. И здесь тоже сделаю наклон к маркеру, провяжу 2 петли вместе за переднюю стенку лицевой. Вот так вот. Видите? И у нас 2 наклона как бы в сторону маркера получается. Дальше вяжем все петельки лицевыми до следующего маркера. И здесь вот довяжу. Так, у меня 2 петли. Вот перед маркером мы их делаем с наклоном влево, то есть переворачиваем петли местами, стенками. Так, возвращаем их и провязываем 2 петли вместе лицевой за заднюю стенку. Так, переснимаем маркер и вяжем 2 петли вместе лицевой за переднюю стенку с наклоном вправо. И так возле каждого из 4 маркеров мы делаем убавки. То есть убавки мы делаем в каждом втором ряду. Чтобы шапка у нас не вышла как бы таким треугольником и не была горшком, я делаю в каждом втором ряду вот такие вот убавки. То есть убавляю петли. Петель, естественно, становится каждый раз меньше, потому меняю спицы на номер 3, чулочные, и делаю точно такие же убавки, только вяжу чулочными спицами. Вот, и посмотрите, вот такую вот форму набирает наша шапочка. Она плавно переходит в такой вот полукруг. А места убавок в нашей ситуации 4 строчки будет как бы места убавок. Они вот тоже делают форму такой вот шапочки полукругом. Как только у вас на каждой спице останется на 2 спицах 8 петель, на 2 спицах 9 петель, тогда мы делаем следующее. Мы начинаем сокращать 2 петли вместе. То есть в следующем ряду я буду каждые вот эти вот 2 петли сокращать, провязывая 2 петли вместе лицевой. Самым обычным способом, вот смотрите, у меня 2 петельки, в 4 спицы не очень удобно на камеру работать. И вот я всегда делаю так. Я переворачиваю местами стенки петель. Вот. И за заднюю стенку провязываю 2 петли вместе лицевой. Вот. Еще раз покажу вам. 2 петли вместе лицевой. Извините, немножко съезжает мне, потому что не хочу вам сделать эффект попасть спицей в глаз. Вот. Можно делать за переднюю стенку, то есть не переворачивать наши петли, а вязать за переднюю стенку 2 петли лицевой. Вот. То есть как вам удобнее, так вы себе и сокращаете. В этом ряду мы сокращаем, вяжем по 2 петли вместе лицевой. Или же вы вяжете за заднюю стенку, но для этого вам нужно будет повернуть стенки петель и провязать за заднюю стенку.
и 2 петли вяжете лицевой за переднюю стенку. Я чередовала, 2 петли вязала с наклоном вправо, 2 с наклоном влево. Вот так мне более красивее получается конечный результат. Ну и в итоге у нас останется на спицах, на 2 спицах по 4 петли, на 2 спицах по 5 петель. И теперь мы наши 18 петель, один ряд провяжем все петли лицевой, после чего отрезаем нитку на такую определенную нам длину и иглой собираем вот эти наши 18 петель. Стягиваем наш образовавшийся вот такой вот, видите, дырочку, стягиваем и обязательно прошьем. Обязательно ее прошейте, потому что ну, от этого зависит качество вашей шапки, да, чтобы оно где-то не потянуло и не распустилось. Я вот это вот все провязываю и потом прячу ниточку вовнутрь, завязываю узелочек или прячу ее как бы в петельки, запутываю иглой. Ну и все, и в принципе наша шапочка готова. Вот, посмотрите, все легко и просто. И вот такая вот аккуратная макушка у нас получается. Шапка еще перед ВТО, то есть где-то видны какие-то горбинки, где-то петельки там легли не совсем равномерно. Хотя этой ниткой очень классно вязать. Я очень довольна. Петли ложатся легко, и даже новичок, мне кажется, справится. Вот такая вот шапочка у нас вышла. Повторюсь, это первая шапочка, один из 2 видов, да, она одинарная. И она вот как бы немножечко такая чуть-чуть удлиненная у меня получилась. На манекене она вообще такая удлиненная, а на голове вот глубиной 40 сантиметров она так чуть-чуть, верхушка как бы была удлиненная. Хочу еще на минутку остановиться на глубине вот этой вот нашего размера. Вот смотрите, у меня манекен 35 сантиметров. Ну, 36 не будете при самых глазах мерить, да. Вот, скажем так, 35 сантиметров, где-то так по брови и затылочная впадина, да. Я даже немножко побольше сделала. И вот теперь смотрите, вы померили глубину. Если вы хотите вот прям по голове, чтобы шапка была, вы вот эту вот глубину вашу делите напополам. То есть 35 напополам делим, да, 17,5, значит 17,5 сантиметров должна быть высота вашей шапки. Плюс 1 сантиметр или даже 2 максимально добавьте, чтобы она ну, не совсем уже была такая, знаете, как бы маленькая, которую надо натягивать, и вечно она подскакивает в гору, и уши открыты. То есть смысл такой шапки, да, то есть надо все расчеты делать всегда с умом. Смотрите, я делала вот этот лоскуточек размером 4, так, из которого считала плотность своего вязания. Но резинку я на шапку вязала спицами номер 3. И потому я никогда не убавляю вот этих вот петель там на растяжение, когда делаю шапку, потому что всегда резинку вяжу спицами поменьше. И плотность вязания я всегда в голове где-то себе рассчитываю. По какому мастер-классу вы бы не работали, всегда думайте свое. Никогда не делайте точь-в-точь, потому что плотность вязания у вас ну, редко совпадает с кем-то. Знаете, редко так получается. Кто-то туго вяжет, кто-то вяжет посвободней. Всегда рассчитывайте на какие-то свои замеры. Ну и вот так вот моя шапка выглядит изнутри. Вот та ниточка, которую мы прятали внутрь, видите, ее я запрятала. И вот такие вот легкие протяжки у меня на жаккарде. То есть я думаю, что цепляться оно ни за что не будет, разве что у вас там какая-то заколка, ну тогда может быть, что где-то зацепится. А так, в принципе, вот так вот шапочка выглядит из обратной стороны. Она тоненькая, но поскольку она шерстяная, здесь шерсть и альпака, то она мягенькая, классная, она абсолютно нету эффекта такого, знаете, когда снимаешь шапку, хочется почесать голову. То есть очень красивая, хорошая шапочка, если кто-то любит. Еще раз повторюсь, если делаете одинарную шапку, очень красиво на вот эти вот нитки сделать фасон удлиненный. Но если хотите вот не удлиненный, а по голове, то я больше бы вам советовала сделать шапочку двойную.
поскольку она хорошо ложится на голову, она теплее, ну и, естественно, держит форму. Ну и размер моей шапки после ВТО. Вот здесь вот на резинке 22 сантиметра. Ну и растягивается, вот сейчас максимально посмотрим насколько, но 30 сантиметров. То есть на обхват головы 60 сантиметров тоже спокойно можно ее носить. Дальше, что касается высоты, то резинка у меня вышла после ВТО, видите, 4 сантиметра, была 6, то есть немножечко усадка. И вот 17 сантиметров до момента моего сокращения, так растягивается до 20 сантиметров. И полностью вся длина шапки, вот, это 24 сантиметра вышло. Даже нет, простите, 23 сантиметра. Так, ну и можно потянуть ее. То есть она чуть-чуть, вот как бы легонько удлиненная получилась, не по самой голове. Вот форму держит хорошо. Несмотря на то, что она тонкая, она достаточно теплая, поскольку шерстяная нитка, натуральное волокно. Вот. Ну и на этом мы завершаем первую нашу однотонную шапочку и переходим на вторую двуслойную шапку, шапку в форме бинни. И та шапка мне, конечно, нравится побольше. Она намного теплее, естественно, поскольку двойная, она классно держит. Вот вы видите, такая сбитенькая. На манекене она посвободней, но на моему мужу она вот как бы при самой голове. Вы видели в начале видео. Ну и я так вкратце пробегусь, чем отличается техника вязания вот этой вот шапки. Вот покажу вам, как она сидит на моему мужу. Вот эта вот двойная шапочка. Он говорит, что она очень удобная, очень теплая и намного ему тоже больше понравилась, чем одинарная. Одинарную мы делали на подарок, мы ее уже выслали. А вот двойную шапку хотел муж под вот этот свитерок. У меня осталась нитка, потому я ее начинала делать. Значит, смотрите, двойную шапку я делала точно так же на спице номер 3, только набор я делала необычный, а делала с помощью вспомогательной нити. Вот в такой вот способ. Я указательным и большим пальцем держала 2 нити так, чтобы основная нить была сверху, а дополнительная нить была снизу. Вот так вот. И самым обычным набором, вот смотрите, входила левой рукой между этими нитями, так, средним и безымянным пальцем придерживала нить и обычным, вот самым обычным набором набирала петли. И набирала петли так, чтобы основная нить была сверху на спице, а дополнительная нить была снизу. Вот видите, серая нить у меня основная, она сверху на спице. Розовая нить у меня дополнительная, и она снизу на спице. Почему такой набор? Потому что вот эту розовую нить мы будем распускать, и шапка у нас двойная, мы будем вязать как бы второй конец шапки, так? Вот, и таким вот способом я набрала, мне нужно набрать 116 петель. Я набираю 117 петель, поскольку одну петельку дополнительно набираю для смыкания моего вязания в круг. Перед тем, как будете соединять наши петли в круг, обязательно проверьте, чтобы ваша цепочка из петель не была нигде перекрученной. И я вот после проверки всегда себе связываю вот эту вот дополнительную нитку, и так мне как бы больше нравится. И здесь хочу вам показать второй способ, которым пользуюсь соединение петель в круг. Я вяжу петельку лицевой, вот так вот, провязала ее лицевой, подтягиваю мои нити и протягиваю эту лицевую петлю через следующую петлю. Вот. И начинаю дальше вязать. То есть я соединила петли в круг и начинаю вязать дальше резинкой 1 на 1. Здесь я провяжу резинкой 1 на 1 первый ряд петлями, то есть изнаночную петлю
за переднюю стенку, лицевой за заднюю стенку. Вот так вот. Первый ряд провяжу в такой вот способ. Лицевая, изнаночная бабушкиным способом. Так, лицевую за заднюю стенку, лицевой. Вот. Так, изнаночную за переднюю стенку изнаночной. И так целый ряд. Встречаемся в начале второго ряда. А теперь, начиная со второго ряда, вязала точно так же, как показала в предыдущей шапке. То есть изнаночную я вязала скрещенной изнаночной за заднюю стенку, а лицевой за переднюю стенку. И вязала себе на соответственную длину. Я вязала, еще раз повторюсь, 21 ряд резинки. Это у меня вышло 6 сантиметров. Вот. И видите, и вяжу резинку 1 на 1, вот такой способ. Лицевой за переднюю стенку, а изнаночную вяжу скрещенной изнаночной за заднюю стенку. Начиная от второго ряда, и так вязала до 21 ряда. Вот такой вот способ. Изнаночная скрещенная изнаночная за заднюю стенку, лицевой за переднюю. Повторялась уже, почему я так делаю. Мне больше нравится вот именно резинка в таким методом связанная. Так? И мы вяжем себе на определенную длину. Вот моя резиночка, посмотрите, в этот способ связана, очень мне он нравится. Если вы вяжете резинку 2 на 2, то без проблем вы делаете 2 лицевые, 2 изнаночные себе, то есть кто как любит. Вот у меня 6 сантиметров получилось резинки 1 на 1. Теперь я провяжу 5 рядов, сменю спицы на номер 4. Так, здесь точно так же добавлю 4 петли, чтобы у меня 116 плюс 4 было 120 петель. Сменяю спицы на номер 4 и вяжу 5 рядов лицевой гладью серой нитью. Ну и смотрите, я провязала резинку. Так, теперь вяжу лицевой, и очень важно, переход из резинки на лицевую. Мы вяжем лицевой за переднюю стенку, а изнаночную вяжем лицевой за заднюю стенку. Так? Потом вяжем 5 рядов. То есть, смотрите, вот моя схемка. Кстати, эту схемку я изменила. Она отличается от первой схемы. Она уже как бы улучшенная, как для меня, поскольку это вторая шапочка. Здесь все точно так же. Здесь делаем убавки. Так, вот я ее вам дам, чтобы вы посмотрели. Здесь рыжий цвет я немножко улучшила, сделала иначе. Если вы посмотрите на сам жаккард, то он будет отличаться от жаккарда предыдущей шапки. Именно в вот этой вот рыжем цвете. То есть, если вам больше понравится вот это вот, а мне больше понравилось, ну, поскольку я уже вязала вторую шапку, то есть уже какая-то наработка у меня была. И вот здесь, вот смотрите, где у меня показан только ряд серых, я провязала 5 рядов серым цветом, потом вязала вот жаккард, в 16 ряду и в 23 ряду сократила, в 28 провязала ряд серым. Так, вот, вязала той же методикой, и после чего поделила мои 90 петель на 4 и начала сокращать точно так же, как и ту первую шапочку. Не буду повторяться, потому что все делала точно так же. Желтый цвет, припоминаю, это нет петли, а вот в 16 ряде вот эту черную и рыжую провязала рыжей, а здесь черную и белую провязала черной. Так, вот. И в 16 ряде сокращение начинала в начале раппорта, а в вот этом вот моем 23 ряду сокращение делала в конце раппорта, то есть понемножку сокращала. Здесь сделала точно так же. Когда у меня осталось 8 петель на спицах, то я их провязала по 2 петли вместе лицевой, везде 2 петли вместе, 2 петли вместе лицевой. Так, у меня на спицах осталось по 4 петли и 4-5 петель. Так, и я их потом провязала лицевой и иглой стянула. Вот. И у меня, грубо говоря, получилась точно такая же одинарная шапка, да, только вот эта розовая ниточка, она как бы лишняя. И что она значит? Мы вот эту розовую ниточку теперь распускаем и переснимаем наши петли на спицы номер 3.
подвязываем серую нить и начинаем вязать как бы зеркальное отображение нашей шапки в обратную сторону. То есть точно так же делаем. Ну и обратите внимание, когда будете переснимать спицы, убирать вот эту дополнительную нить и переснимать наши петли на спицу, то у вас будет получаться вот такое вот как бы скрещенные петельки. Можете сразу вот поднимать из вот этих зубчиков, видите, с обратной стороны, с изнаночной стороны. То есть подняли зубчик, может кто-то плохо видит, или же освещение, потому что я знаю, что в моей родной Украине девчоночки милые, я вообще не знаю, как вы вяжете, потому что свету нет, а мы молодцы, не ломаемся и вяжем как можем. То есть, если вам не очень удобно вот так вот распускать, а потом поднимать, или же вы новичок, например, то есть вам тяжело потом, если где-то упустите петельку, то лучше всего вот на изнаночную сторону сначала себе поднять петли, а потом уже дополнительную нить и как бы ее снимаете. Дополнительная нить очень важна. Не берите никакой пушистой, и она должна быть контрастного цвета, то есть другого совсем цвета, чтобы ее легко было потом снимать с вашего изделия. Так? И вот я иглой, мне так легче всего. Иглой просто ее переснимаете и оставляете наши петельки на спице. Ну, еще для новичков хочу показать, вот смотрите, мы подняли вот эти наши спицы, и что мы делаем? Вот смотрите, у нас такие вот двойные как бы получились наши петельки, так? И мы вот здесь вяжем изнаночной петельку. Ой, видите, у меня вот спала петля. И вторую петлю, вот она как бы полукосичка такая, так? Мы вторую петлю вяжем лицевой. Вот. Вот так вот. То есть у кого возникнет вопрос, что потом с этим делать, я решила, что вам покажу. Вот видите, у вас такие будут перекрещенные как бы петельки, вы подняли из дополнительной нити. Вот видите, вот так вот будет выглядеть. То есть вы первую вот эту вот стенку косички вяжете за переднюю стенку изнаночной, а вторую вот стеночку, видите, косички, вы вяжете лицевой за заднюю стенку. Вот так вот. И вот такое вот у вас что-то получается. И так делаете целый ряд. Снова вывязываете с поднятых петель лицевую изнаночную. После чего вяжете опять 20 рядов резинки, но я провязала вот эту внутреннюю шапочку немножко поменьше. Я резинки провязала в первой части 21 ряд, так, а во второй части я провязала 19 рядов резинки. Вот. Сейчас померяем, что у нас здесь получится. Вот смотрите, полная ширина двойной шапки 20 сантиметров. А ширина вот здесь, вот где поменяли спицы на номер 4, вязали 23 сантиметра. А здесь 21 сантиметр. Видите, она поуже. Она поуже. Почему? Потому что, смотрите, потому что я здесь провязала резинки 19 рядов во второй половинке шапки. Так? После чего, даже вот так видно, смотрите, там было 6 сантиметров, а здесь 5,2 где-то. Так? Затем я не добавляла 116 петель, я не добавляла 4 петли, так как вот в жаккарде нам было в первой половинке. Я здесь во второй половине так 116 петель и вязала. Провязала 116 петель лицевой гладью 19 рядов. Потом сократила на 20 ряду, сделала убавки, то есть 6 петель провязала лицевой, 7-ю и 8-ю вместе лицевой, то есть так же, как и делала в первой части, видите? То есть вот здесь вот не провязывала жаккарда, но убавки сделала точно так же вот в 16 ряду, то есть не в 16, потому что 5 рядов я провязала лицевой, да, и вот здесь вот сделала, у меня получилось в 19 ряду я сделала убавки, вязала, повторюсь, 6 петель лицевых, 7-ю, 8-ю
2 вместе. Так, до 26 ряда вязала все петли лицевые. Дальше в 27 ряду снова сократила точно так же 5 петель лицевых. 6 и 7 провязала вместе. Так, дальше после этого провязала вот еще, соответственно, количество рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 рядов провязала лицевой гладью, поделила петли на 4 части. Так, вот, соответственно, немного меньше у меня было петель. Да, и сделала точно так же, как и в первой части. То есть, когда у меня осталось 8 петель по 8 на спице, я провязала по 2 вместе лицевой, следующий ряд провязала все петли лицевой, да, и иглой вот эти вот все мои петельки соединила. То есть моя внутренняя шапочка, она на 2 сантиметра как бы уже, и на 2 сантиметра покороче, чем верхняя шапка. Ну, в принципе, это понятно, поскольку она внутренняя. Ну и посмотрим, какой размер моей шапки в сантиметрах вышла. Вот она вот такая вот, видите, поскольку внутренняя шапочка, она поуже и поменьше, то нигде ничего не заворачивается, все очень классно и удобно, она мягкая, она красиво лежит на голове и держит форму. Ну и сделаем вот наши размеры. Вот смотрите, 5 сантиметров резинка и 20 сантиметров у меня вышла шапка. Видите, поскольку она уже как бы так набрала форму за счет того, что внутри ее есть еще одна как бы ткань. Можно сделать помпон, если вы делаете, если кто-то любит такое, да, на эту шапочку. Помпон, в принципе, на двойную шапку тоже очень красиво бы смотрелся. Вот смотрите, двойная шапка, она хорошо держит форму, она держится, и я думаю, что помпон бы выглядел хорошо, потому что на одинарную шапку я попробовала помпон сделать, он тянет сильно шапку, она такая вот, ну, как бы тоненькая. Эта шапочка. И потому, девочки, я советую двойную вот эту шапку. Очень классная, мне очень понравилась. И не только мне, я ее вязала для мужа. И думаю, не связать ли себе, когда буду делать лапопейсу для себя. Кстати, девчонки, я вас услышала, вы писали, что хотите женский размер с женскими правилами вязания лапопейсы. Обязательно свяжем, попробуем и женскую модель. Ну и что, если вам понравилось, буду благодарна за лайк, подписку. Спасибо вам большое за комментарии, за обратную связь. Ну и прощаемся, до новых встреч, пока-пока. А еще напоследок покажу эту шапочку в другом цвете. Смотрите, если вывернуть наизнанку, то тоже выглядит неплохо, просто обычная серая шапочка. Вот. Ну и что, послушных вам петелек, девчонки, не знаю, успею ли я что-то еще вам выбросить, какой-то мастер-класс в этом году. Если же нет, то с наступающими праздниками вас. Ну и все, люблю, целую, терпения вам, моей родной Украине тоже терпение, все будет хорошо, мы вместе, верю в вас. Все, до новых встреч, кто не подписался, обязательно подпишитесь в этом году. Любим вас и целуем с моей кошкой Мией, и пока-пока.